Сегодня «Три тополя на Плющихе», 1968 год, автор сценария Александр Борщеговский, режиссер Татьяна Лиознова, в ролях Татьяна Доронина, Олег Ефремов, Вячеслав Шалевич. Бюджет и сборы я не нашла. Сюжет. Семья, папа Гриша, бакинщик, мама Нюра, дочь и сын живут в деревне. Крепкая работящая семья, выращивают свиней, забивают, коптят, возят в город продавать. Муж не пьет, не бьет, любит копить деньги. В общем, все хорошо. Вот жена собирается в Москву продавать свинину. Муж наставляет ее при поездке в такси зажать в кулачке рубль 10 и все, больше нет денег. Муж провожает жену, она ему жалуется на отсутствие близости, а он ссылается на занятость в хозяйстве. Нюра лежит на телеге, затягивает дрожащим голосом песню, дочь раздраженно включает приемник, поет Мирей Матье. А в Москве таксист Саша рано утром начинает свою работу. Пассажирка, молодая женщина, садится нога на ногу. Есть какая-то кофта, но она даже не пытается прикрыть оголившиеся коленки. Потом нам покажут Нюру, которая отчаянно будет прикрывать колени, натягивая юбку. Вот она разница между городской и деревенской женщинами. Наш главный герой-таксист везет дедушку-узбека, звонит по телефону родственникам, чтобы готовились. Подходит к Нюре, которую никто не садит в такси, так как большой багаж. Дед узбек делится, почему не отправил дочери телеграмму о своем приезде. Может, не доеду, может, поезд с рельсов сойдет. Зачем зря волновать? Деда встречает толпа шумных родственников, галдят. В Ташкенте было землетрясение. Обычно после таких событий люди начинают задумываться о смысле жизни, хотят повидать родственников, думают, может, в последний раз. А смешной диалог. Девочка, чего тебе бабушка? Какая ж я тебе бабушка? А какая я тебе девочка? Ушел в народ. Помню, после этого фильма этот диалог повторяли все, кому не лень. Нюра и Саша болтают вроде ни о чем, но чувствую, что Нюра нравится Саше. Он крутит приемник, ищет песню, у которой странное название «Нежность», по мнению Саши. Нюре тоже нравится песня, только она не знает, как она называется. Таксист предлагает спеть ее. Нюра стесняется, потом затягивает. Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить, так же падает в садах листва, ну и так далее. По лицу таксиста мы понимаем, что это и есть та самая любимая песня «Нежность». Вот ведь как бывает, встретились случайно два человека, и им нравится одна и та же песня. А песня-то на все времена, и сейчас хорошо звучит, так и хочется запеть. Таксист идет за билетами в кино, а Нюру беспокоят бегущие циферки на счетчике. Таксист не берет с нее денег. Саша приглашает Нюру в кино, она соглашается. Вот Нюра ведет разговоры с Заловкой. Та жалуется на бывшего мужа, который сидит, и как она встретила новую любовь, и как не боится осуждения, и как Нюре повезло с Гришей, и вдруг Нюра начинает плакать. И на вопрос «почему?» Нюра отвечает, что ей жаль Заловку, но почему-то мне кажется, она плачет, жалея себя. Но совместный поход в кино не состоялся, то ли потому, что ей приснился сон, будто она возвращается домой, не распродав всю свинину, и укоряющие взгляды свекра и свекрови, и муж, швыряющий в нее мелочью, то ли еще почему, а Саша стоит под окнами и ждет ее долго, долго. И Нюра выглядывает и вроде как хочет пойти, да не может открыть дверь. А по возвращении домой ее ждут муж и дети, примеряющие обновки, а муж пересчитывает выручку, и тут вдруг по радио передают песню, ту самую «Нежность». Нюрина лицо озарилось улыбкой, но тут же стало грустным и задумчивым. На вопрос мужа о себе, что привезла, молчание. Разве она могла сказать, что себе она привезла кусочек воспоминания про то, как встретила таксиста Сашу, с которым у них на двоих одна любимая песня «Нежность». И вроде фильм ни о чем, но почему-то сердце щемит и хочется плакать, ведь было же хорошо, или так только казалось. Так что же случилось с нами? Наверное, этот вопрос не дает покоя многим. На сегодня все. Всем пока.